блондинка. Друзья, сейчас мы будем рисовать светлые волосы на светлом листе бумаги, да еще с таким вот подсветом. Такое освещение, источник которого находится позади нашей девушки, называется контровое освещение, контровой свет. Вот, сейчас мы делаем построение, вот обратите внимание, на что я ориентируюсь. Вот такие у нас должны быть параллели, ну и сглаженные углы, конечно же. Ну так вот, вся наша работа сейчас будет зависеть из нескольких этапов покороче и одного такого длинного этапа, то есть это работа ластиком. Для этого рисунка я приготовил сразу несколько заточенных остро-остро ластиков, наверное, штук 7 с каждой стороны, итого 14. Работать им придется достаточно много. Какой-то из них у нас будет делать жирные штрихи, какие-то из них будут делать тоненькие волоски. Ну, сейчас мы все это увидим. Хотелось добавить пару слов по построению вот таких вот объектов больших. Видите, по сути ничего такого сложного нету, если представить вот такие вот формы, из которых состоит наша прическа. Вот, не думая о прическе, рисуем такие формы, а затем уже начинаем раскрашивать. Ну вот, все готово для раскрашивания. Берем кисточку побольше и начинаем сразу с фона. Почему с фона? По сути, нам сейчас нужно обвести все, что мы нарисовали карандашом, чтобы у нас это все не затерялось, не затушевалось. А фон у нас будет темный. Так всегда бывает даже на фотографиях с контровым светом. И на этом темном фоне мы будем рисовать. Посмотрите на фотографию. Вот сейчас вот я так затемню. На реальном портрете, конечно, можно прибавить там еще, заштриховать какую-то площадь побольше, сделать там какие-то игру света и тени. Вот. Но в данном случае мне нужно просто продемонстрировать, как эти волоски, как вообще блондинка будет нарисована на белом листе бумаги. На самом деле при рисовании она у нас не будет совсем уж прям такой белой, совсем уж блондинкой, иначе бы ее волосы просто не было бы видно. Вот, в общем, вокруг сейчас я нарисую, потом кое-какие прорисовки внутри, вокруг овала лица, потом темные места, которые подчеркивают локоны волос. Обязательно нужно оставить свет, вот там, где у нас ярко подсвечены волосы. Обязательно. Мы практически там ничего делать не будем, если только для того, чтобы ластик мог оставить свой след. Чтобы у нас какие-то там просматривались волосы, не более того. А потом будем активно и много работать ластиком.
вот этот участок, который выделен на фотографии, его нужно не забыть оставить светлым. Совсем немножко мы его притянем, можно сказать так, затонируем слегка, и не более того. Ну вот сейчас мы затонировали практически все, что нам нужно. Делать это нужно с небольшим запасиком, потому что работа ластиком еще высветлит больше, чем нам надо в конечном результате.
После того, как поработаем с локонами с темной стороны, скажем так, кисточкой, потом уже приступаем к работе ластиком. Главное сейчас поработать кисточкой и заранее представляя, как вы будете делать эти движения ластиком и как они будут высветлять и подчеркивать границы ваших локонов. Вот это нужно на этом этапе заранее как-то представлять себе. Это, конечно, с опытом. Ну, я думаю, достаточно несколько, там, 2, 3, 4, 5 портретов, и уже такое представление должно появиться.
Этот этап у нас занимает какое-то время. Еще раз повторюсь, мы сейчас подчеркиваем локоны большие, идем от больших к более мелким, а по сути мы подготавливаем работу ластика, то есть подготавливаем почву для работы ластика. Вот сейчас кисточкой нужно поработать максимально, насколько это возможно. Пусть даже у нас будет в каких-то местах темнее, чем надо, чтобы потом, когда мы начнем работать ластиком, не оказались в положении, когда нам не хватает вот этих темных прорисовок. Ну вот, практически, наверное, готово. Уже можно приступать к ластику. Ну, здесь нужно не прерываться. Движение ластиком нужно проводить ровно на длину локона. Старайтесь, чтобы внутри одного локона не было никаких стыков и перекрестий вот этих светлых линий. А еще нужно иметь такое представление, вот сейчас, когда работаешь резинкой, ластиком, как будто бы мы рисуем белым по темному. Мы привыкли рисовать темным по белому, а здесь наоборот. Все то же самое. Если вы будете иметь такое понимание во время работы ластиком, то лишнего, я думаю, пересветлить у вас будет получаться меньше. Иногда некоторые просто прорабатывают вот так ластиком всю фактуру волос полностью, не меняя нажима, везде одинаково. А потом берут какую-то кисточку побольше и работают со светотенью. Но таким образом они притупляют резкость восприятия. То есть вот эти волоски становятся более размытыми. Иногда это делается специально, если стоит такая задача. Но если мы хотим нарисовать четко, то нужно стараться работать только ластиком. Конечно, все равно потом еще придется поработать со светотенью и что-то устранять. Но ластиком нужно в этом случае работать так, чтобы у нас менялся нажим. Где-то мы им рисовали посветлее, ярко светлые места, а где-то немножечко приглушенно. Вот так следите за направлением волос в каждом локоне. Точно так же, как вы работаете кисточкой, прорабатываете какой-то отдельно взятый участок. Вот видите, кисточка загрязнилась, ластик загрязнился, и я взял другой.
И так будет несколько раз, и еще, возможно, во время рисования я подтачиваю их напильником, чтобы очистить от краски. Так вот, нужно стараться работать ровно так, вот как на фотографии. Как вы работаете кисточкой, взялись какой-то кусочек прорисовывать. В нашем случае кусочками являются локоны. Берем какой-то отдельный участок с локоном и прорисовываем его ластиком. Где-то у нас будут несколько волосков переходить в один тоненький локонок, и таким образом он у нас получается толще, чем отдельно взятые волоски. Там можно немножко изменить угол нажима ластика, и таким образом толщина рисования будет меняться. То есть если мы ставим ластик более перпендикулярно, у нас будет получаться тоненький волосок. Да, несмотря на то, что мы пытаемся
менять нажим, где-то делать светлее, где-то темнее, все равно нам еще придется где-то что-то корректировать. Я имею в виду поработать со светотенью на общую картину. Вот. Но зато у нас под тонированием большой кисточки, вот попозже, наши волоски, наша фактура будут просвечиваться, и их будет казаться большое множество. И таким образом это будет смотреться реалистично. Ну вот, чтобы получше ориентироваться на нашем рисунке, я решил сразу вот здесь вот поработать со светотенью. Вот. А потом какие-то моменты, которые больше чем надо, мы затемнили. Еще раз проработаем ластиком.
Здесь, собственно, комментировать особо нечего. Все уже было сказано. Направление волос, следить за целым. Вот. И в основном просто много-много прорисовываем ластиком. Итак, вот сейчас мы будем уточнять маленькой кисточкой. То есть мы уже подходим к завершению, подчеркиваем все. Где-то надо взять кисточку побольше, где-то возьмем поменьше. То есть то, чего мы не видели на начальных этапах, когда работали кисточкой при подготовке для работы ластиком, сейчас это стало сильно заметно, и мы легко эти все недочеты устраняем.
Как я уже говорил ранее, на темном фоне у нас будут подсвечены отдельные волоски. Смотрите, как это красиво, как реалистично начинают выглядеть наши волосы. Вот этот эффект дает так называемый контровой свет. Ну вот, собственно, практически мы закончили рисование наших волос. Как можно ярче высветляет то, что у нас должно быть светлым. Это у нас такие вот основные локоны, а за ними мы видим слегка приглушенную, очень фактурную работу с нашими мелкими волосками. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих уроках.